Лина Медина родилась в 1933 году в небогатой перуанской деревушке Теклап. Когда ее родители Тибурила Медина и Виктория Лосья отвели дочь в больницу с жалобой на вздутие живота, они и не подозревали, что услышат подобную новость. Сперва врачи решили, что у девочки неизвестная опухоль. Однако вскоре стало понятно, что причиной новообразования была обычная беременность. Впрочем, в данном возрасте даже такое естественное явление вызвало настоящий шок. Лечащий врач девочки Херардо Лосада был серьезно обеспокоен ситуацией и отвез ребенка в столицу Лиму для дальнейших анализов, которые подтвердили диагноз. Позже выяснилось, что у маленькой Лины случился гормональный сбой, который привел к раннему половому созреванию. На 8-м месяце жизни у девочки случилась первая менструация, развитие молочных желез началось в 4-летнем возрасте, а увеличение таза произошло в 5 лет. 14 мая 1939 года у Лины Медины появился сын. Из-за возраста матери и недоразвитого таза рода естественным образом были нереальны, и малыш Лимы родился с помощью кесарево сечения. Здоровый мальчик весом 2,7 килограмма был назван Херардо в честь лечащего врача Лимы. Отчет в медицинском журнале La Presse Medical гласит, что такие ранние роды стали возможны благодаря быстрому развитию девочки. Этот прецедент широко освещался в мировых средствах массовой информации. На тот момент мир видел много молодых матерей, но 5-летняя Лина побила все известные до тех пор рекорды. Подобное не то, что было сложно ожидать, но и немыслимо представить. До 10 лет Херардо рос с уверенностью, что Лина его сестра. Окружающих волновал главный вопрос: кто же был тем мерзавцем отцом новорожденного? Однако обстоятельства того, как и от кого Медина забеременела, не были обнародованы. Первым подозреваемым был, конечно же, биологический отец Лины. Полиция немедленно арестовала его, но доказательств его причастности к инциденту не нашлось. В это же время Лина молчала. Она ни словом не обмолвилась о том, кто отец ее ребенка и что с ней произошло. Медина молчала всю оставшуюся жизнь, и никто так и не узнал ни имени подлеца, ни обстоятельств дела. Таким образом, изнасилование ситуацию можно описать только как изнасилование, и растление несовершеннолетних осталось безнаказанным. СМИ также сообщали, что в деревнях, подобных той, в которой жила семья девочки, проводились фестивали и оргии, поэтому на одной из них могла оказаться беззащитная 5-летняя девочка. Вполне вероятно, что, будучи малолетней, девочка даже не запомнила, что с ней случилось и кто был ее насильником. Тайна зачатия ее старшего сына остается нераскрытой и по сей день. Повзрослев, Лина стала работать в клинике доктора Лосады, который принимал у нее роды. Он же впоследствии взял под свое наблюдение свою самую необычную пациентку. Врач оплачивал ее образование, а также помог отправить сына в школу. Некоторые источники предполагают, что, возможно, Лина стала жертвой жестокого эксперимента этого самого доктора. Но перуанка очень мало общалась с прессой. Она старалась не разговаривать с журналистами, которые проявляли очень навязчивый интерес к ее персоне, и всегда отказывалась от интервью. Лина Медина могла бы прожить обычную жизнь, если бы не воля случая. Вместе с тем Херардо рос и воспитывался как родной брат Лины. О том, что сестра в действительности приходится ему биологической матерью, мальчик узнал в 10-летнем возрасте. О дальнейшей жизни самой молодой матери и ее первенца мало что известно. Старший сын Медины рос здоровым, но дожил только до 40 лет. Он умер молодым от рака костного мозга. За несколько лет до его смерти Лина вышла замуж за Рауля Хурада. В этом браке у пары родился сын. Семья жила в бедном районе перуанской столицы. Это вся доступная информация о взрослой Лине. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.